и есть запрос. Не получается определенный элемент, я потом в нашей группе вам покажу, как он выглядит. И когда ты начал этот элемент исполнять? Ну, наверное, года 2 я его 2. начала учить. То есть во время выполнения элемента у нее подламывается нога, она падает. Можешь показать примерно, как выглядит элемент? То есть вот она идет, так красиво. И то есть она еще раз с правой ноги отталкивается, да? Да. Справа отталкивается и на правую приземляется. Ощущение, что когда она приземляется, она прям складывается, правая нога. Но Варя ощущение, что она с правой отталкивается, и проблема возникает в момент отталкивания, и уже нарушается полет, и она падает. И когда полет не нарушается, она в принципе выезжает, этот элемент. Давите. Давите. Сила. Давите. Дави, дави, зайка. Дави. Тонус хороший. Пожалуйста, держи иглу. Дави вверх. Здесь работает. Здесь работает. Тогда действительно я хочу посмотреть, а что с ногами? Давай, садись. Дави. Мы уплыли. Видно? И не держит у нее сейчас спина. Я держу. Дави. Держи, держи. Дави. Плечи работает, но не держит спина. И это не держит, усилилось, когда она села. Держи, пожалуйста. Держи. Дави вверх. А ножки не работают. Не-не, заяц, просто смотри, ты давишь ножкой вверх, дави, и она не работает, как бы она ни пыталась компенсировать. И понятно, что когда она приземляется на эту ногу, в принципе, вот я по видео увидел ощущение, что она в момент приземления, хотя у нас мнения разошлись, но может быть такое, может быть момент и толчка, когда она должна толкнуться, эта ж нога должна ее толкнуть, то есть с момента толчка, они не толкают полноценно. И это надо убрать, полечить, конечно. Есть неработающие мышцы спереди. Тогда я смотрю паттерн ПМРФ сзади. Ручкой в пол дави, пожалуйста. Не работает. Держи, пожалуйста. Дави вниз. Не работает. Похоже на ПМРФ? Тогда вы спрашиваете, да, действительно, если она не в переключении, дави. Вы ожидаете найти рецептор тупой боли, либо дисфункцию рецептора грубого касания вот здесь, ниже Т6, либо сзади, выше Т6. И вспомнили, что были травмы, да? Ножка правая или левая? Сломанная была левая, но еще вот в каком-то году я перед Новым годом себе подвернула сильно правую ногу. Вот так подвернула. Да, было сильное растяжение нога. Даже если пациент не помнит точно, но придавить сначала эту, потом придавить эту, не проблема, да, для вас? Был сломан голеностоп? Да. Тогда давите вверх. Я придавлю голеностоп, давите. Не помогло. Давите. Не помогло. Я прогладил его. Давите. Не помогло. Было определенное подворачивание голеностопа. Это вот этой зимой подвернуло? Нет. До этого? Хорошо. Я обдавливаю голеностоп. Дави, пожалуйста. Не помогло. Я прогладил связки. Дави. Не помогло. Не оно. И больше травм не было. Нет, Плечо. Плечо. В каком месте? Это тут. И ключица вы говорили? Да. С правой стороны. Ключица, это был хрящик в плечевом суставе. Хорошо, давай. Держи хрящики. Держи. Так. Так лучше? Дай. Дай. И в момент, когда она крутится, там есть движение руками, и она может, в принципе, в этот момент еще растягивать что-то. И тогда я буду искать здесь... А как упала на плечо? Я не падала на плечо. А как оно сломалось? Я вроде как руку вытянула, ну вроде потянула связку, потом я еще прокаталась 1,5 часа, и потом Вот сюда потянула? Вроде да. Больше похоже на рецептор грубого касания. Сейчас я сделаю. Но может заболела и сработал рецептор тупой боли. Держите, давите.
Вот и все. Держи, держи, дай. Рецептор грубого касания, да. Давите. В момент, когда идет натяжение, подворачивание, такое может быть. Я снова сделал вот так. И снова выключилась. И чем больше она вот это делает, смотрите, у нее даже будут руки выключаться здесь. Видно? Стой, стой. Мышца сильная, да? Теперь ручка здесь, сила. А теперь сделай движение рукой. Убедительно? То есть она добавляет к этой нестабильности коленного сустава движение рукой, она растягивает здесь, плюс идет здесь трение. Но что будет, если я, например, буду давать антистимул, ручку сюда, давите. И тут проблем не будет. Видно? Видите? Немножко ровно. Дави. Мышца сильная. Мышца сильная. Внутрисуставные. Дави. Сила. Внутрисуставные. Согласны? Момент прыжка. На видео понятно, что здесь раскачивание идет, и абсолютно правильно Варя говорит, момент толчка, но на видео четко видно, во время приземления идет сгибание, ощущение, что нога не держится. Вот именно за счет вот этого компонента. Теперь, в принципе, мы можем нагружать прыжками. Как себя чувствуешь? Хорошо. Попрыгай. Угу. Сила. Я хочу протестировать ее мышцы, уже как они работают в чистом виде, вот с этими условиями. Мы-то их не тестируем, правильно? Держи, пожалуйста. Держи. Дай. Дай, дай. Отлично. Держи. Дай. Не, смотрите. Но она выключилась, эта нога. Видно? Видите? Здесь откровенно работает, а здесь при новом условии она выключилась. И здесь выше вероятность получения травматизма на этой ноге. Тогда я беру и сближаю места крепления передней крестообразной связки. Это антистимул. Давите. И она включается. Класс? Здесь дисфункция передней крестообразной связки. Отлично будет. Давите. Класс? Конечно, вы тестируете их приближенно. Бутсы, перчатки боксерские, коньки, пожалуйста. Поднимайся. Ну вот так. Одевайся. Мы можем, в принципе, стандартно, зачастую даже пациентов на год мы расстаемся. Если спортсменов вы можете раз в полгода смотреть. Если есть какие-то запросы или там травмы, вы можете чаще встретиться. Приедешь? Давай. Все. Вот так. Все, это тебе.